Ребята, всем добрый день. У меня тут на столе очень интересное устройство, по крайней мере, по моему мнению. Вот как дисплей, который устанавливается в машину. Сейчас расскажу и немножко предыстории. Ну, как вы знаете уже по каналу, что у меня Mercedes ML 164 кузов 9 года. И в нем стоит, в принципе, Command 2.5 и с установкой Hammond Kardon. В принципе, музыка довольно неплохого качества, я не являюсь аудиофилом, поэтому, наверное, вряд ли бы я лично понял бы особой разницы. Конечно, было бы лучше, но как есть, так есть, в принципе. И вроде бы все ничего, можно слушать и MP3, значит, там и DVD видео можно смотреть и так далее. То есть есть и навигация, там лингвотроник, но минус в том, что, во-первых, навигация встроенная, да, то есть я думаю, что многие уже знают, да, еще у кого были ML, чтобы ее обновить, нужно приобретать оригинальный диск DVD, да, от Mercedes, а это, соответственно, это DVD, он стоит там бешеных денег, да, то есть если в евро, то где-то обновление картриджа 250 евро плюс налог, наверное. Я живу в Европе, поэтому. И еще, учитывая, что машина 9 года, можно купить у них последний диск, но он от давления Европы именно 2019 года. Так что даже сейчас, уже даже если приобрести этот диск, фактически это является, ну, считается, я думаю, что уже нецелесообразно, потому что все равно карты будут уже устаревшими. Да, это было бы удобно, там на дисплее можно поставить карты и так далее, то есть соединяется там на дисплее, все видно и так далее, в принципе неплохо, но, к сожалению, они уже устаревшие, то есть будут ситуации, когда просто столкнешься, что дороги уже не те, да, ты едешь, там или кирпич, еще что-то, а в Европе это очень любят. Это все менять без предупреждения особенного. Вот. И я просто задумался, какие есть варианты. Ну, конечно, вариант радикально это менять полностью голову, а если голову менять, значит, это нужно думать, как же подключить новую голову, то есть на андроиде, например, значит, к оптической системе, да, то есть там же оптика есть, два этих канала. Есть, конечно, адаптер, который можно подключить, тогда усилитель от Hammond Kardon будет работать, да, но это лишний растрат. И это, опять же, это нужно все переделывать, это довольно геморройно, скажем так, да. Вот, и вот увидел, что есть такая тема, да, тут эти вот мониторы, особенно самые последние версии, они довольно плоские, широкие, то есть довольно удобно устанавливаются, и у них они напичканы функциями просто по самое не балуй. Вот, и тоже просмотрел много видео в Ютубе, соответственно, много марок, конечно, все в основном это китайское. Никакие марки, например, ни Пионер, ни Альпина такого не производят, по крайней мере, я лично не нашел. Да, они только предлагают именно менять полностью голову. Дальше там установкой. То есть там ценник просто тогда уже приличный. Вот, и вот решил остановиться на марке, да, вот Карпурит, довольно известная марка, оказывается, я думаю, что ей уже больше 9 лет на рынке, это тоже китайская, но довольно очень хорошего качества, по крайней мере, все отзывы, сколько я видел, довольно позитивного характера. Вот, поэтому принято решение остановиться на этой марке. Еще у них на официальном сайте сейчас распродажа, очень даже не слабая, в честь их 9-летия, там аж, я не знаю, 90 евро аж сэкономил на покупке, плюс еще пришло в Европу за неделю, и мне не пришлось платить растаможку, что меня очень удивило. А если бы было, они сказали, что вы нам напишите, и тогда мы вернем разницу, то есть налог-то вы заплатите. Вот, и эта модель, значит, получается W103. 103 это значит, это у него монитор 10,3 дюйма высокого разрешения, IPS матрица, естественно, тактильный. Вот, и это Pro версия, то есть самая-самая последняя. Там разница между 103 и обычной Pro только в том, что Bluetooth, который встроен в этом девайсе, он, наверное, работает в оба канала и с новыми машинами позволяет подключать именно прям напрямую к машине, то есть чтобы полностью была совместимость. Ну, в ML, естественно, такой функции нету, поэтому это не было приоритетом. Но я посмотрел, почему бы не взять самую последнюю версию, вот будет надолго. Вот даже не распаковывал, вот такая вот коробка приходит, да, то есть все аккуратно дошло, было нормально довольно запаковано.
Тут вот можно видеть, да, то есть характеристики, если кому надо, может на паузу нажать потом. Тоже характеристики. Что самое важное для меня было, тоже один из причин, да, это, значит, соединяется как с айфонами. Ну, у меня лично айфона нет, у меня только андроиды всегда были. Значит, Android Auto, AirPlay, Автолинк, соответственно, это для айфонов это CarPlay, Android Auto, MirrorLink. И что очень важно, это один из параметров, то есть то же самое Android Auto, который меня больше всего интересует, он может соединяться по Bluetooth, то есть без подключения физического кабеля к устройству, а это очень удобно, да? То есть подключается, и телефон лежит рядом где-нибудь на зарядке, и тогда фактически можно использовать навигацию. Ну вот, значит, сейчас это, в принципе, первая часть видео, это просто распаковка, немножко прелюдии. И потом уже вторая часть я буду в машине, значит, его устанавливать. То есть есть разные варианты установки, и тоже в зависимости от нюансов самой машины. Вот, в принципе, первая распаковка, я там даже не смотрел, что еще тут есть. Сейчас, значит, это вот сам огромный монитор, в принципе, довольно увесистый, тяжелый. Да, действительно тяжелый. Я думал, он будет легче, но в принципе это только говорит о том, что там компоненты довольно такие серьезные. Ну, вот такой вот монитор, да, дисплей, конечно, тут защитная пленка есть. Посмотрим, как вообще будет, не будет отбликивать на солнце, неизвестно. Тут вот разъем для крепления. Так, дальше, ну вот и здесь, соответственно, это будет видно, значит, есть для микрофона, для microSD карточки. При необходимости можно подключить на камеру заднего вида. У меня в машине она есть, встроенная, оригинальная, поэтому тоже один из причин, почему я не хочу голову менять. Это всю проводку вести опять к багажнику, это я уже делал это на 163-м. Второй раз что-то мне не хочется повторять. Вот, также аудио-аут, это значит AUX. Этот USB-порт, как ни странно, он выдает 5 вольт на 2,5 ампера, то есть я так понимаю, что его можно даже подзаряжать другие устройства. И сюда подключается питание, это именно по Type-C 5 вольт. Вот, так, это у нас сам мониторчик. И посмотрим, что тут в коробке. Вот, что коробки. Хорошо, что запаковано, конечно, презентабельно, как подарок, в принципе, тоже, я думаю, очень неплохой вариант кому-то. Вот, значит, идет вот такая мощная штука, да. Можно установить на панель, она, естественно, будет поворачиваться в любом направлении. Вот, это клейкая с обеих сторон, это если у кого ровное торпедо. Блок питания. Блок питания, значит, тоже вот от 10 до 36 вольт. Значит, в принципе, годен, как возможно, даже для дальнобойщиков, если вдруг кто проявит желание, или у кого есть 24 вольта, и выдает 5 вольт 3 ампера. Ну, с запасом. Ну и, соответственно, Type-C. Тоже всегда пригодится такая зарядное устройство. Есть вот... ну да. Это подставка дополнительная под это крепление. Вот провод AUX. И что я думаю, что, наверное, попробую использовать в первую очередь вот эту штуку. Посмотрим или как-то на торпедо, или все-таки к стеклу. Что плюс у нее, да. Сейчас посмотрим. Он выдвигается, можно полностью перевернуть. Вот. Или как, ну, наверное, так. Дальше он будет меняться. Дальше уже посмотрим, как будет удобнее. Ну, в первую очередь попробую вот это использовать как окно. Потому что именно за пространственным торпедо там изогнутая поверхность. Вот эта вот огромная штука, она просто как-то будет прикрепляться трудно. Посмотрим. Ну, это зависит от макулатуры. Тут есть инструкция, как подключать по Bluetooth, соответственно, телефоны. Да, то есть
Все как обычно. Хотя бы на английском есть, тоже хорошо. То прислали бы только на китайском. Ну и, соответственно, здесь вот CarPlay мануал. Тут инструкция, как использовать, как подключаться, Android Auto и все остальные настройки. Я думаю, то же самое. В принципе, можно будет почитать на досуге. Вот так вот, ребята. Значит, это первая часть видео. Да? Соответственно, потом я соберусь в ближайшее время, может быть, даже сегодня. И, значит, уже спущусь в машину, выйду. И тогда будем, когда уже установлю машину, тогда подключу еще раз, сделаю видео и покажу, как подключил я, например, Android Auto через Android телефон. Так что оставайтесь на канале, не переключайтесь, кому интересно. Все, до встречи. Пока-пока. Так, ребята, всем привет. Вот вторая часть видео. Значит, я уже в машине установил, значит, этот монитор. Да, установил на присоске. Пока вот к монитору, ой, к стеклу, чтобы более-менее настроил. Также подключил его, значит, через переходник мини-USB на Type-C, да, к своему блоку питания от Garmin на 2,5 ампера, чтобы не заниматься новой проводкой того же самого провода, который шел в комплекте. Видео у меня есть на канале именно об этом адаптере, да, то есть мини-USB на Type-C. Да, покупал в Алиэкспрессе, копейки стоит, но очень проверенная штука. И качественно сделанная, в принципе, выполняет свою задачу на все 100%. Ну вот, значит, и те, кто видели мое предыдущее видео, значит, она подключается вот здесь вот, да, то есть я сделал специально тройник такой, да, то есть он сейчас будет уже довольно быстро запускается, ну, впредь оно у меня будет запускаться при заводе автомобиля. Тут уже сделал пару пробных запусков, запускается действительно быстро, поменяется такое вот меню, да, матрица очень качественно, четкое все изображение, в принципе, не лагает, меню довольно быстрое, да, то есть настройки, то есть все у нас быстро работает. Единственное, что я увидел, что, например, вот языков, да, то есть русского нет, к сожалению, да, ну, для кого-то, возможно, это будет критично, да, ну, обидно, что русского языка, короче, нету. Ну, на английском все, в принципе, понятно. Ну, вот, значит, можно подключиться айфоны, то есть Android Auto, да, соответственно, по беспроводному каналу. Сейчас как раз, значит, покажу, как это, например, подключается. Буду подключать вот телефон Xiaomi, да, относительно, ну, 12, мне кажется, через Bluetooth, да, сейчас вот захожу, где у нас тут подключение, Bluetooth, сейчас будет пискать, и вот появляется название, вот это вот V11301, да, точно так же. Если мы здесь нажимаем на аудио, тут как раз показано, да, что вот как именно процесс подключения. Да, то есть вот выбираю на телефоне, соответственно, он пытается подключиться. Дальше типа того разрешить. Redmi Note 12 подключено. Вот. И первая запись, то есть тут настройки на телефон. В общем, нужно произвести первые настройки самого Android Auto. Продолжить. Ну и вот появляется, соответственно, карта. В принципе, карта вообще не лагает, прям очень выглядит хорошо. Я думаю, будет маршруты прокладывать очень быстро. Главное, что огромный монитор. Да, то, по крайней мере, сейчас у меня подключены именно Google Maps, но я так понимаю, что можно Here We Go подключать, еще разные программы. Просто этим просто нужно еще позаниматься. Вот, тут можно менять, тут что-то можно, какие-то видео включать, наверное, тут еще что-то. Ну, тут основная карта, GPS. Настройки, естественно. Ну, те, кто пользовался Google картами и, соответственно, Android Auto, я думаю, проблем не будет иметь с этим. Тоже настройки есть и так далее. Дальше уже просто детали. Также выходить, тут надо будет еще покопаться, тут действительно много настроек. Вот, так что быстро подключается. В принципе, я думаю, буду очень доволен этим устройством, особенно для GPS.
карта обновлять не требуется, только в Google или в Here We Go или в другой программе. То есть и будет очень удобно ездить. Соответственно, дальше, я думаю, какое-то еще видео можно будет поставить. Не знаю, может даже YouTube можно смотреть еще, хотя вроде приложения я еще там не видел. Так что так, вроде надежно стоит, типа опирается торпедо. Видите, тут у ML такая вот тема, да, то есть изгибистая, поэтому тут коннектор, который был в комплекте, да, который прилипается к торпедо, тут его будет крайне сложно прилепить, потому что тут сзади колонки, здесь вот, да, это от Hammond Cardona, да, там дальше парктроник, да, естественно, небольшой минус, то, что когда сидит водитель, соответственно, немножко будет не видеть огни парктроника. Ну, к этому, я думаю, можно будет привыкнуть. Вот. Так, что-то еще по опциям есть. Ну, тут можно передавать по радио, соответственно, звук, если есть частота какая-то свободная. Вот. Ну, тут эквалайзер есть, соответственно. Тут много настроек. Те, у кого нет встроенного, например, этого беспроводных подключений телефона, тут можно использовать как телефон. То есть подключается, и, соответственно, можно через него общаться, я так понимаю, где микрофон есть. Вот так. Так что, в принципе, я думаю, очень неплохой апгрейд за свои деньги. Учитывая, что голову я сохраняю, меня полностью устраивает музыка. То есть это будет дополнение именно для GPS и дополнительная мультимедиа. Регистратор у меня стоит здесь, наверху Garmin. Тоже очень уже много лет работает, отлично пишет, надежная microSD карта, так что все в связке хорошее. Все провода спрятаны, нигде ничего нету лишнего. Так что вот так вот. Подробные технические характеристики, ребята, можете посмотреть, естественно, на официальном сайте, если кого интересует. И если кого заинтересует именно для приобретения такого устройства. Вот, чтобы дальше не затягивать видео, я думаю, буду заканчивать. И, соответственно, если есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить в комментариях. Вот, кому понравилось это все видео, значит, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Так что большое спасибо всем, кто посмотрел. Удачи, пока.